Всем привет! Это Таро-прогноз на февраль месяц для каждого знака зодиака. Поставьте лайк и подпишитесь, мне будет очень приятно и полезно, конечно же, для продвижения канала. Итак, начнем. Дорогие овны, привет! Смотрим, что вас ждет. Башня, ого, вот это мощь. Башня, она может говорить о каком-то завершающем этапе вашей жизни. То есть сейчас что-то старое, да, все-таки у нас начало года, что-то старое будет разрушено. И это можно трактовать в плюсе, например, да, как вы уходите, например, с работы, вам делают какое-то новое классное предложение, как вариант. То есть у вас и тут же шестерка мечей. Может быть, вы отправляетесь куда-то, может быть, вы сдаете, например, свою квартиру, может быть, вы продаете квартиру или занимаетесь ремонтом, недвижимостью и так далее. То есть здесь уход от чего-то. Вы от чего-то будете уходить, дорогие овны, и, конечно же, перемены – это всегда хорошо. Поэтому да, при том, что высшие силы будут вам в этом помогать. То есть если вы чувствуете, что уже вот-вот на пороге что-то, что нужно менять, то, конечно же, меняйте это и отдайтесь, как говорится, в потоку. Так, смотрим, что еще, какое еще важное событие вас будет ждать в феврале месяце. Ну, смотрите, Паж кубков. Паж кубков — это может быть, вы будете отмечать какой-то праздник, например. Может быть, кто-то вас позовет на какое-то романтическое, скажем, свидание, да, то есть такое веселое времяпровождение, беззаботное достаточно. Может быть, также вы куда-то поедете, отправитесь, тут же у меня шестерка жезлов, вообще очень много шестерок жезлов. Может быть, вы куда-то переезжаете, или, может быть, вы отправитесь в какое-то путешествие, например. Также шестерка жезлов — это, конечно же, про то, что вот проект, который вы, например, начали, он обязательно увенчается успехом. То есть, если есть сейчас какие-то спорные моменты, какие-то конфликтные, может быть, то они в любом случае будут сглажены, и вы выйдете все-таки победителем. Поэтому топите, как говорится, за свое, обязательно все получится. Тем более, что у вас карта Иерофанты выпала, это говорит о том, что высшие силы однозначно на вашей стороне. Давайте еще какую-то подсказку для вас посмотрим. Я думаю, что сейчас вы находитесь в какой-то жертвенной, может быть, позиции, да, или же вот просто у вас что-то подвисло, например, может быть, все идет не совсем так, как вы хотите, не так, как запланировали, например, да, но вот в этом вот состоянии, в чем мне нравится карта повешенного, все-таки, да, обратите внимание, что у него вот вся энергия, она прям сосредоточена на голове. Может быть, вам придет какая-то идея, как решить как раз-таки ситуацию, да, и у вас вот тут же вы оказываетесь победителем во всем этом и, в общем, красивенько скачете на своем белом коне. Вот. Но в любом случае десятка кубков — это говорит о том, что будет наслаждение и удовлетворение у вас в феврале месяце. Я думаю, что все получится. Расклад классный. Принимайте, ставьте лайки, подписывайтесь, записывайтесь на консультацию. Тельцы, привет! Это ваш Таро-прогноз на февраль месяц. Посмотрим, что вам принесет февраль. Двойка кубков. Ого! Тельцы, это может быть классное партнерство, это может быть любовь. Наконец-то вы встретите свою любовь. Может быть, если у вас были какие-то напряженные отношения с вашим партнером, сейчас все будет классно. Вы вновь любите друг друга. Вы вновь хотите быть вместе, создавать какое-то партнерство, да, то есть это взаимное, взаимовыгодное тоже можно назвать. Для тех, кого не интересует, например, любовная сфера, это может быть классное бизнес-партнерство, например, с кем-то вы хотите создавать проект, и в феврале как раз-таки вы найдете себе партнера по бизнесу, или же, в принципе, со своим партнером по бизнесу у вас сложатся достаточно классные отношения. Давайте посмотрим, что еще вас ждет, дорогие тельцы, в феврале.
Шут, это какое-то новое начало. Смотрите, может быть, вы с легкостью, так сказать, даже того не подозревая, вступите в новые отношения. То есть это будут настолько легкие, может быть, отношения. Но и здесь, конечно, минус, это могут быть какие-то отношения без обязательств, да. То есть в минусе по шуту это что-то несерьезное, это что-то, может быть, вы не захотите ничего, например, серьезного. Также карта шута, это может говорить о рождении какого-то проекта, о рождении человека, например. Может быть, вы беременны и ждете уже малыша, так сказать. Также это может быть то, что февраль месяц для вас будет достаточно легкий, то есть все вам будет достаточно легко даваться. В принципе, какие-то проекты, например, да, по учебе что-то будет легко происходить, то есть настроение будет достаточно такое, да, как у шута, то есть достаточно весело и беззаботно. Так, что еще? Ощущение, что вот для кого-то это может проиграться 4 кубков, да, какие-то шансы, которые вам будут даваться, вы будете на них смотреть и говорить: нет, у меня уже тут вот три вот эти вот кубка имеются, и вот 4-го мне вообще точно не надо, заберите его назад. То есть это могут быть какие-то шансы, это может быть, что вы встретите, например, партнера, другие потенциальные партнеры будут к вам как-то стремиться, вы уже не захотите, вы будете как-то их уже отодвигать и, в общем, отвергать. Тоже как вариант. Еще это может говорить карта о том, что вам будет лень что-то делать и не захотите. То есть это такой момент некой беззаботности, да, то есть по карте шута еще также вспоминаем ее. То есть я ничего не хочу, мне вот так вот классно, я хочу веселиться, я хочу проводить время беззаботно. В общем, вот такое тоже у вас может быть. Давайте посмотрим еще, какие события. Ого, туз жезлов. Ну, будете гореть каким-то делом. Я думаю, что может появиться что-то такое, что будет прям вот вас зажигать. Это может быть новое хобби какое-то. Это может быть, кстати, какие-то страстные сексуальные отношения и утехи. Тоже как вариант, все-таки туз жезлов, такая достаточно огненная энергия. Так, давайте смотреть еще. 6 пентаклей. Смотрите, получение какого-то подарка, может быть, какой-то помощи, которую вы ждете. Это может быть также, да, какие-то материальные выплаты, как вариант. 3 пентаклей. Начало какого-то нового проекта. То есть, возможно, как раз-таки в этот период по шуту также вы начнете какой-то новый проект, который принесет блага. Может быть, даже втроем с кем-то, например, как вариант. И это может быть творческий достаточно такой проект. И давайте вам еще подсказочку на февраль месяц. Король пентаклей, смотрите, вот вам подсказочка. Это говорит о том, что финансовая составляющая у вас в феврале точно хромать не будет, будет классное положение, поэтому, опять же, да, 6 пентаклей, то есть все достаточно будет даваться легко в феврале. Я считаю, что тельцы, это классный расклад на февраль. Ставьте лайки, подписывайтесь, записывайтесь на консультацию. Пока-пока. Близнецы, привет! Это ваш таро-прогноз на февраль месяц. Давайте посмотрим, что же вас ждет в феврале. Ого, карта Иерофанта. Вот это да. Это может быть как то, что вы будете больше сосредоточены на своем духовном развитии, как вариант. Может быть, вы будете более религиозны в этот период. Возможно, у кого-то будет предложение руки и сердца. Может быть, вы обвенчаетесь, например, да, по законам религии. Тоже как вариант может быть. Также Иерофант, о чем он говорит? О том, что высшие силы все-таки вам сопутствуют, да, то есть они вас защищают. Сейчас я вижу, что вы, конечно, немножко расстроены, но энергия сменится в феврале однозначно. То есть для кого-то это может быть, как вы расстались, например, в отношениях и так далее, да, то есть такое вот состояние горевания, утраты. Ого, как интересно! 3 пентаклей и карта дьявола. Сейчас расскажу про эти две карты. Ну, во-первых, по 3 пентаклей вы можете начать какой-то новый проект. Это может быть что-то творческое. Здесь, обратите внимание, 3 людей. То есть втроем с кем-то в партнерстве, например, вы можете что-то такое сделать классное, что принесет плоды. И карта дьявола, тут прям вот просто в цвет, она говорит о том, что
вот то, что вы сейчас начинаете, если вы о чем-то думаете, что-то начать, например, но не решаетесь, решитесь, потому что все-таки карта дьявола говорит о том, что деньги будут. То есть все-таки здесь такой достаточно денежный посыл, и он очень, кстати говоря, хороший. Так, что еще ждет вас в феврале? Рыцарь мечей, ну посмотрите, это какая-то, может быть, информация к вам будет мчаться, может быть, даже, кстати, что-то с документами, например, может быть такое, что в этот период вы будете на кого-то, может быть, злиться, вы будете что-то недовольны, или же будете отсекать, например, что-то, да, как вариант, посмотрите, он достаточно такой разъяренный, может быть, вам придется в этот период очень много передвигаться, да, и вас как-то это будет немножечко как будто бы подбешивать, я бы сказала. Ну, вообще, рыцарь мечей, конечно, такая достаточно интересная карта, когда человек проявляет какие-то вот эмоции. И это могут быть как ревность какая-то, недовольство, некая скандальность. То есть опасайтесь скандалов в этот период. Так, смотрим, что еще. Ну, смотрите, здесь у вас такая интересная идет ситуация, да, двойка пентаклей. Двойка пентаклей, она говорит о том, что, возможно, в этот период у вас будет финансовая какая-то интересная такая ситуация, да, то есть вы будете что-то выбирать, что-то решать. Может быть, у вас будет два варианта, например, как не знаю, как получить деньги, как заработать деньги. Может быть, достаточно неустойчивая позиция в финансах, например, да, из-за того, что вы не можете выбрать. Но здесь говорится о том, что все-таки карта справедливость, да, вот я вытащила. И говорится о том, что нужно включить холодный рассудок. Все прям хорошенечко взвесить. И в этот период также четверка пентаклей говорит о том, что нужно сохранять ресурс. Ну, то есть в любом случае вы останетесь при своем, но все-таки как бы не транжирить, не расплескать финансами, а все-таки запастись. Может быть такой вариант, что вы, например, не захотите тратить в этот период финансы и логически как-то к этому придете, скажете, не, я ничего не хочу, мне ничего не надо, то есть примите решение, что нет. Может быть, какой-то выбор у вас, например, будет потратиться или не потратиться. Вы скажете, нет, не хочу. Так, что еще вас ждет? Давайте какую-то подсказочку вам посмотрим. Рыцарь жезлов. Ну, смотрите, это может быть поездка куда-то, отправитесь на своем белом коне. Может быть поездка куда-то, например, да, может быть как то, что начало чего-то нового, интересного, какие-то новости могут быть из-за границы, как вариант. То есть здесь энергия такая, ну, я думаю, что у вас будет какой-то выбор из чего-то, вот опять же, да, по двойке пентаклей у вас достаточно такое вот положение, что вы будете что-то взвешивать, что-то выбирать, и таки выберете, я думаю. Карта умеренности, как интересно, то есть у вас может быть, опять же, вот это вот взвешенное, то есть какой-то некий баланс вы будете пытаться удержать в феврале. Я думаю, что все-таки у вас получится отстоять какие-то свои позиции, потому что все-таки карта Иерофанта вышла, да, которая говорит о том, что высшие силы вам сопутствуют, то есть они вам будут помогать и так или иначе будут вас направлять. Котеечка пришла ко мне, как обычно. Дорогие близнецы, это был ваш таро-прогноз на февраль месяц. Ставьте лайки, подписывайтесь, записывайтесь на консультацию. Пока-пока. Раки, привет! Это ваш таро-прогноз на февраль месяц. Давайте посмотрим. Карта вывалилась. Король мечей. Интересно. Может быть, у вас в этот период будут преобладать достаточно такие холодные энергии, да, то есть воздушные. О чем эта карта может говорить? Может быть, сотрудничество с каким-то королем мечей, например. Это может быть человек из каких-то госорганов. Это могут быть юристы. Это может быть что-то связано с судами, например, как вариант. То есть человек, который должен как-то хладнокровно, логически прийти к какому-то знаменателю. Для кого-то это может проиграться как появление в вашей жизни короля мечей, да, то есть это может быть мужчина,
который как раз-таки будет более такой серьезный, достаточно логический, может быть, где-то даже временами безэмоциональный. Может быть, вам придется быть тем самым королем мечей, как-то хладнокровно принимать решения, быть безэмоциональным, заниматься какой-то рутинной деятельностью, да, то есть вот какие-то такие моменты могут у вас проиграться. Давайте посмотрим, что же еще вас ждет. Паж жезлов, как интересно, это может быть начало чего-то нового. Может быть, какой-то проект вы начнете в этот период, может быть, получение каких-то новостей, например, может быть, появление такого человека, да, но этот человек может быть как-то по статусу ниже вас, или же ниже вас ростом, как вариант, да, или же какие-то, может быть, будут решаться вопросы, связанные с вашими детьми, тоже такое может проиграться в этот период. Так, давайте смотреть, что же еще февраль месяц вам принесет. Колесо фортуны, посмотрите, классно, это удача, говорится о том, что удача будет на вашей стороне. Также это может быть завершение какого-то цикла, да, вашей жизни, какие-то перемены могут настать в этот период у вас, может быть, какое-то кармическое какое-то событие у вас, например, было, да, или вот оно уже у вас как раз-таки на пороге, может быть, завершение какое-то, переход на какой-то новый уровень, так сказать, может быть, вы выберетесь из этого колеса сансары, так сказать, все-таки 2024 год, он был достаточно кармический, вот сейчас как раз-таки у вас будут перемены. Вообще еще колесо фортуны, она говорит о том, что это может быть смена, да, то есть, опять же, смена цикла. Если вам какой-то период, например, не везло, то сейчас, может быть, как раз-таки повезет. Колесо фортуны, оно дает некая такая нестабильность, может быть, какой-то выбор у вас также будет в этот период. Давайте смотреть, что же еще принесет вам февраль месяц, дорогие раки. Король жезлов, ну, посмотрите, уже второй король. Как интересно. Может быть, у вас появление еще одного человека в вашей жизни, да, это достаточно огненные такие стихии. Может быть, вы будете делать какой-то творческий проект с этим человеком, может быть, вы придете за советом к этому человеку, как вариант. Давайте посмотрим, что же это за человек, какие события могут быть с этим человеком связанные. Да, действительно, это может быть как-то связано с вашей рабочей все-таки сферой, да, то есть для пополнения ваших финансовых каких-то ресурсов этот человек может прийти. А для кого-то это может прийти как какая-то сексуальная завязочка, да, как для мужчин, так и для женщин. Но здесь переворачивайте на себя, конечно же. То есть здесь могут быть какие-то такие страстные достаточно отношения. Но вот что интересно, что энергии у вас немножко разные, да, то есть вы все-таки более как-то приземленные, что ли, а вот этот вот человек, он прям достаточно такой импульсивный, страстный, то есть вот такие вот отношения могут у вас завязаться в этот период. Давайте посмотрим, что же еще вас будет ждать в этот период. Четверка пентаклей. Классно. Четверка пентаклей, она говорит про стабильность. Про стабильность, может быть, даже где-то нежелание тратить какие-то свои ресурсы. То есть я как жадина сижу, я никому ничего не отдам. Это может говорить также о том, что будете на что-то копить, например. Может быть, я не знаю, на какую-то поездку, например. Может быть, ну, действительно, вот просто рыцарь кубков, может быть, какое-то движение, может быть, какое-то путешествие, будете на это активно копить, то есть здесь все-таки вы будете как-то жадничать на свои ресурсы, на свои финансы. Давайте посмотрим вам подсказочку на февраль. Двойка пентаклей. Это может означать какой-то выбор. Может быть, получение какого-то ресурса, может быть, из двух источников, например, как вариант. Также это может говорить о том, что какая-то нестабильная ситуация, да, какая-то нестабильная ситуация может быть с финансами, может быть от того, что вы не можете решиться, например, вы не хотите тратить лишний раз, да, по четверке пентаклей, предыдущая карта, о чем я говорила, что нет, я не отдам. И вот как раз-таки, наверное, вам нужно будет на что-то все-таки решиться по этой карте. Поэтому вот такой вот расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии, записывайтесь на расклады Таро. Пока-пока. Львы, привет! Это ваш Таро-прогноз на февраль месяц. Посмотрим, что же вас ждет. Мне не менее интересно, потому что я тоже лев. Так. Император. Ого!
Во-первых, император это может говорить о том, что у вас стабильная, классная позиция, что будете в достаточно таких серьезных энергиях, да, император это все-таки прям, он выше всех королей в колоде, и это прям, знаете, такое вот мужское какое-то, мужской стержень какой-то внутри вас может быть в этот период. То есть вот как я, допустим, сказала, или как я сказала, так и будет. Или будет все так, как я хочу. То есть вы будете достаточно такую серьезную позицию, стабильную занимать. Например, даже в деньгах, да, или вообще, в принципе, ваше слово будет вот как закон для других. То есть у вас будет прям такая энергия достаточно напористая в этот период. Или, может быть, просто появление даже такого человека в вашей жизни, императора, да, этот человек может состоять, например, в каких-то государственных органах и так далее. Так, давайте смотреть, что же еще ждет вас в феврале. Семерка пентаклей. По семерке пентаклей вы можете ждать каких-то, может быть, ресурсов, ожидания чего-то все-таки, да, то есть урожай уже вот поспевает, и вы прям ждете, когда его можно собрать. То есть это может быть как то, что вы вложили куда-то, например, деньги, и сейчас вам нужно их как-то вот забрать, да, то есть вы ожидаете. Может быть, ожидание, в принципе, зарплаты, например, или же каких-то дивидендов, какого-то ответа, может быть, ожидание какой-то поездки, ожидание какого-то партнерства, или, в принципе, вы в такой немножко сейчас подзависшей ситуации находитесь, да, что вы ожидаете. То есть и ждете, когда же вот эти монеточки начнут уже наконец-таки сыпаться. Давайте смотреть, что же еще вас ждет в феврале месяце. Ну, посмотрите, семерка кубков. Интересно, как семерка пентаклей, семерка кубков. Карта выбора. То есть у вас, и это, кстати говоря, могут быть какие-то ваши иллюзии. То есть вы там себе что-то напридумывали и сидите этого ждете. Хотя по факту не факт, что это вообще есть на самом деле, да, такая интересная карта. Ну или может это будет проигрываться как то, что у вас есть всегда выбор, вы будете что-то сравнивать, выбирать из чего-то, да, и будете ждать того, что вы там себе навыбирали. Давайте смотреть, что же еще вас ждет. Тройка кубков. Классно. Это может быть какой-то праздник, веселое времяпровождение в кругу друзей, подруг. Может быть, у вас день рождения, или вы будете что-то праздновать, например, как вариант. Также, да, может быть, вас кто-то позовет, может быть, прям действительно быть такие достаточно веселые энергии у вас в феврале. Для кого-то это может быть как какое-то классное застолье вместе с друзьями, да, опять же таки, будете отмечать, например, что-то. Двойка мечей. Как интересно, как интересно. Двойка мечей, она может говорить о том, что вы не захотите что-то видеть. Это может быть, да, давайте сложим все карты воедино. По семерке пентаклей вы чего-то ожидаете, например. Семерка кубков – это какие-то фантазии относительно чего-то, это может быть что угодно. И по двойке мечей вы не хотите видеть как будто бы реальность, реальные какие-то события. Вы от них закрываетесь. Я не вижу, мне не надо, я не хочу. Может быть, вы просто, например, захотите от чего-то отказаться. То есть все, на чем-то вы поставите точку и скажете: мне это не надо больше, я не хочу, я так не могу. То есть какой-то этап вашей жизни может закрыться. Вы можете сами добровольно на это как бы согласиться, подписаться и сказать, что все, нет, меня не трогайте. Там, допустим, я денег в долг не даю, или мы с тобой больше не общаемся, или я тебя видеть больше не хочу. Я ограничиваю себя и в первую очередь ограничиваю вот здесь, да, то есть это такая достаточно холодная решительность, я бы сказала. То есть все-таки из логики, не на эмоциях, а из логики вы примете это самое решение. Давайте посмотрим для вас какую-то подсказку на февраль месяц, дорогие львы. Семерка жезлов, как интересно, отстаиваете свои границы. Вот просто отстаивайте свои границы, выстраивайте границы и боритесь, конечно же, за свои какие-то проекты, может быть, за свое мнение. Ваш настрой здесь должен быть достаточно боевой. Несмотря ни на что, вы должны выходить, может быть, выйти, кстати говоря, за вот рамки вот эти, которые вы себе когда-то установили. Это может быть как раз-таки то, что вы откроетесь этому миру, тоже как вариант может проиграться. Дорогие львы, это был ваш таро-прогноз на февраль месяц. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.
Девы, привет! Это ваш прогноз на февраль месяц. Давайте посмотрим, что же вас будет ждать в этот период. Десятка жезлов. Ого, какая интересная карта. Ну, смотрите, по десятке жезлов это может быть завершение какого-то проекта. Например, может быть как то, что вы собираете сейчас активно урожай. Вы во что-то очень активно вкладывались, например, на протяжении прошлого года или на протяжении прошлого месяца, да и вообще. То есть получение чего-то. Человек тащит на себе вот эту вот ношу. Может это быть как то, что на самом деле вам будет тяжело что-то даваться, да, или вы уже поймете, что вы тащите на себе просто целый какой-то груз. Это может быть какие-то обязательства, может быть семейные, может быть по работе, вас перегружают, перенагружают, как вариант, что вам будет казаться, что настолько все уже тяжело, что просто невозможно. Давайте смотреть дальше, что же вас ждет. Тройка пентаклей. Интересно, это может быть как начало какого-то нового проекта, нового партнерства. Может быть, вы втроем с кем-то, например, какая интересная карта, начнете что-то новое. Это может быть творческое что-то, да, достаточно. То есть вы будете вкладывать какие-то свои монетки в какое-то дело. Так, что же ждет вас еще? Смотрим. Туз кубков, классно. Это может быть как романтические такие достаточно чувства, зарождение чего-то. Может быть, кто-то вам предложит, да, какие-то, например, не знаю, свидания, встречи и так далее. Посмотрите, может быть, кто-то вам принесет свой кубок, да, как вариант, и скажет, давай начнем встречаться, давай попробуем. То есть как просто, что в этот период вы будете достаточно эмоциональны. То есть может быть праздник какой-то, да, например, где у вас будет прям вот эмоции через край, потому что здесь вот прям из кубка вытекает вода. Вы можете быть слишком эмоциональны. Может быть, как вариант, что вы будете пить что-то, также как вариант. Да, может быть, какой-то праздник, отмечать что-то. Пятерка жезлов. Пятерка жезлов все-таки про то, что нужно за что-то бороться. То есть придется отстаивать что-то, бороться за свои какие-то права, может быть, за свои какие-то проекты. Борьба какая-то может быть в отношениях, может быть с друзьями, да, то есть может быть, касательно каких-то новых проектов вам придется что-то отстаивать, может быть, доказывать, что действительно это того стоит, например, да. То есть как-то вот вы будете довольно-таки агрессивно настроены в этот период. Так, что же еще вас ждет? Ого, рыцарь мечей. По рыцарю мечей это может быть какая-то быстрая достаточно информация. Может быть такое, что это будет какой-то скандальчик с кем-то, да, как вариант выяснения каких-то отношений. Может быть какая-то ревность будет с вашей стороны, или же вас, например, будут ревновать, тоже как вариант. Такое может проиграться. Ну, вообще рыцарь мечей, конечно, достаточно такая холодная, может быть, позиция у вас, то есть логики будет больше. И на основании вот этого вы будете, конечно, раздавать кому-то пирожки. Я бы сказала так. Давайте посмотрим подсказку для вас. Туз мечей, опять же, победа в чем-то. Это может быть победа, не знаю, в каком-то споре. Например, что-то вы отстоите, дева, я знаю, что вы любите поспорить и что-то кому-то что-то рассказать. В общем, это может быть как то, что вы как раз-таки, да, убедите кого-то, как вариант, например, в чем-либо. Это может быть получение каких-то новостей, какой-то интересной информации, которая достаточно быстро придет, или же вам придется, например, отсекать что-то резко, также по рыцарю мечей. Ну, я думаю, что так. Дорогие девы, это был ваш Таро прогноз. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Весы, привет, это ваш Таро прогноз на февраль месяц. Давайте посмотрим, какие энергии будут преобладать и что же вас будет ждать в этот период. Ну, смотрите, по восьмерке пентаклей, я думаю, что активно вы будете работать в этот период. Прям ваша энергия будет направлена на то, чтобы зарабатывать деньги. И тут хочу заметить, что деньги, они уже как бы есть, да, то есть вы активно их зарабатываете. То есть если вы ожидаете каких-то денег, то точно те ресурсы, которые вы вложили, вы точно это получите. Плюс карта Солнца, которая говорит о том, что, конечно же, светлая полоса. Может быть, вы поедете, например, куда-то отдыхать, где тепло и солнечно, как вариант. Может быть, например,
какая-то цикличная, кстати говоря, у вас ситуация. Вот может быть цикличная ситуация в работе у вас происходить в этот период. Давайте посмотрим, что же еще вас будет ждать. Ого! Страшный суд. Посмотрите, карта суд. Это говорит о том, что, во-первых, это карта рода. Да? Может быть, вам стоит обратиться к своему роду. Может быть, вспомнить кого-то из ушедших, например, как вариант. Да? Это может говорить о том, что вы поедете, например, на родину, или вот какие-то, может быть, документы, какая-то информация будет связана у вас с родиной. Это могут быть какие-то новости, например. Также эта карта может говорить о том, что у вас будет какое-то перерождение. То есть какие-то перемены могут быть. Вообще по этой карте, конечно же, для тех, для кого актуально, если вам это откликается, работать с родом. Может быть, действительно просить помощи, защиты, вспомнить о них. Очень важно. Все-таки наш род, он всегда нам помогает. Семерка мечей. Ничего себе. Эта карта говорит о том, что может быть какой-то обман вокруг вас. Может быть, вы, конечно, кого-то будете обманывать, например, что-то не договаривать, но вот здесь вот человек как-то убегает, то есть он что-то сделал нечестно, в тайне как-то от всех, да. То есть здесь может быть такое, что вы чего-то не знаете, какой-то информации, например, может быть, на работе что-то от вас скрывают, да, какой-то человек. То есть будьте осторожны. И также, конечно же, это может быть как то, что какое-то мелкое воровство, поэтому будьте осторожны в этот период, на февраль месяц, дорогие весы. А вот карта не совсем, конечно, благоприятная. Туз кубков, ничего себе. Туз кубков всегда про зарождение, про какой-то шанс, может быть, на романтик, как вариант, про зарождение чего-то нового. Может быть, в этот период будете просто очень эмоциональны, как вариант, да, то есть очень много будете эмоций испытывать. Может быть, вы будете пить много воды в этот период, ну или не только воды. Пятерка жезлов. По пятерке жезлов это говорит о том, что все-таки вам придется что-то отстаивать, бороться за свои какие-то, может быть, права, за свои проекты, например, то есть что-то кому-то доказывать, пытаться что-то как-то вот с кем-то, да, отвоевать. Это может быть 5 человек, например, то есть это может быть какая-то даже группа, да, то есть в группе, может быть, возникнет какой-то, например, спор или что-то такое, и вам придется за себя как-то постоять. Давайте посмотрим для вас какую-то подсказку. Смотрите, семерка жезлов. Семерка жезлов говорит о том, что нужно отстаивать свои границы, бороться за свои права. Может быть, это как то, что вы наконец-таки откроете свои какие-то границы. Это может быть расширение каких-то границ. Плюс у вас карта суда выпала, да, то есть перерождение, трансформация чего-то, уход от чего-то, например, да, расширение своих границ. Но это может быть и так же, как то, что как раз-таки, да, по пятерке жезлов, что вам придется что-то отстаивать, бороться за себя в любом случае. Давайте посмотрим еще подсказку для вас. Ну, смотрите, семерка пентаклей и тройка кубков. Специально вытащила 2 карты. Конечно, говорит о том, что то, что вы ожидаете, может быть, вы наконец-таки получите в этот период и будете очень счастливы и довольны. Может быть, пойдете на какой-то праздник долгожданный, например, как вариант. И, в принципе, это может быть какое-то достаточно такое затяжное время, когда вы чего-то, например, ожидали, и сейчас вы будете праздновать, потому что вы это наконец-таки получили. Дорогие весы, это был ваш таро-прогноз на февраль месяц. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Скорпионы, привет! Это ваш таро-прогноз на февраль месяц. Посмотрим, какие энергии у вас будут преобладать. И в конце посмотрим для вас подсказочку на месяц. Итак, ну, смотрите, как интересно. Специально вытащила 2 карты. Десятка мечей. Десятка мечей и карта солнца. О чем это говорит? О том, что сейчас может быть какая-то не самая приятная ситуация. Я думаю, что все-таки вы ее ожидали. То, о чем вы, наверное, очень много думали.
да, то, что не давало вам покоя, сейчас эта ситуация будет завершаться. То есть, если вы понимали, что уже все идет к какому-то фатальному завершению, к какому-то концу, то сейчас как раз-таки этот конец настанет в феврале. И я специально вытащила вторую карту, чтобы посмотреть, а что же потом. Что же потом? Светлая полоса в вашей жизни. То есть все плохое заканчивается, вы это оставляете в феврале, да, и, конечно же, потом у вас сразу же начинается карта Солнца. То есть светлая полоса в вашей жизни, может быть, что-то новое, может быть, вообще, в принципе, поедете куда-то, как вариант, да, в какие-то солнечные страны, где очень-очень даже тепло. Давайте смотреть, что же еще вас ждет в этот период в феврале. Влюбленные, вот так вот аккуратненько покажу, потому что тут голые люди. Влюбленные, это может быть как партнерство с кем-то, да, это может быть какой-то творческий процесс. Все-таки карта влюбленные, она говорит о том, что у вас всегда будет выбор, то есть вы будете что-то выбирать. Что бы ни произошло, выбор есть всегда, и здесь по шестерке, конечно же, по шестерке. Я уже перешла на нумерологию. Итак, просто это 6-й аркан. Итак, здесь говорится о том, что все-таки выбор нужно сделать правильный. И выбор, конечно же, в пользу себя, а не другого человека. Поэтому здесь вам нужно будет четко принять какое-то решение. Ну, посмотрите, карта смерти у меня вывалилась. Однозначно у вас завершение какого-то цикла. И это очень интересно. Карта смерти, это трансформация, опять же, да, у вас десятка мечей выпала, и все говорит о том, что все-таки карта Солнца, да, достаточно такой мощный аркан, и говорит о том, что все-таки вот это вот завершение, оно уже должно было произойти, поэтому сейчас как бы нырните в эту трансформацию, завершите уже все свои дела, чтобы все остальные 10 месяцев у вас было по аркану Солнца, да, чтобы была светлая полоса. То есть, если вы понимаете, что какой-то период в вашей жизни затянулся, самое время сейчас расставить все точки над «и» продолжать уже идти дальше, но, может быть, без какой-то ситуации, без какого-то человека, как вариант, да. То есть, вот что-то такое. Так, давайте посмотрим для вас еще подсказку на февраль месяц. Ну, смотрите, 5 кубков. Может быть, кто-то из вас зациклен на каких-то отношениях, да, потому что 5 кубков это все-таки сожаление, это утрата. Но обратите внимание, что вот здесь на карте 2 кубка-то полные стоят, но человек сосредоточен на вот этих вот 3. То есть он настолько вникся вот в эту вот печаль, какую-то утрату, что он не хочет замечать, что там позади него есть какие-то новые шансы, есть также варианты, и эти кубки все еще полны. То есть, может быть, вы просто должны как бы немножко расширить, так сказать, свои границы, свой взор, открыть глаза и посмотреть, что все-таки не все так плохо, как вам кажется в этот период. Поэтому я думаю, что все-таки стоит оглянуться назад. Может быть, если это касается отношений, может быть, потенциальные партнеры, они, например, рядом с вами, а вы их как таковое не замечаете. Я думаю, что все у вас будет классно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Стрельцы, привет! Это ваш таро-прогноз на февраль месяц. Давайте посмотрим, какие энергии преобладают, и в конце посмотрим обязательно для вас подсказочку. Итак, карта отшельника. Как интересно, потому что этот год как раз-таки год отшельника. Может быть, вы будете активно искать свой путь, свое предназначение. Да, то здесь у него горит фонарь, он точно знает, куда он идет. Он куда-то идет в направлении, в том, в котором, да, он, может быть, чувствует. Он знает, что вот ему надо по этому направлению, никто его не сбивает, он сам с собой, сам себе на уме, как говорится, может быть, много путешествует, да, много времени проводит с самим собой этот человек. То есть здесь вот такая вот интересная энергия. Может быть, в минусе, конечно, это какое-то самокопание, да, лишний раз, то есть закрыться дома, никуда не выходить, не хочется лишний раз ничего делать, хочется сосредоточиться на себе, на своем каком-то внутреннем мире, на своем, может быть, каком-то духовном даже развитии, я бы сказала. Давайте посмотрим, что еще будет вас ждать в этот период. Ну, смотрите, здесь может быть появление какого-то нового человека в вашей жизни, который будет предлагать вам, например,
туз кубков, да, какие-то эмоции, отношения, может быть, любовная связь у вас в этот период с этим человеком. Также по королеве мечей это говорится о том, что вам нужно, наверное, больше включиться в логику, нежели в эмоции, да, то есть у вас где-то будут проявляться больше эмоциональной какой-то части, а вам нужно как раз-таки включить какую-то холодную логику, рассудок. Может быть, как вариант, что вы будете обращаться, да, к такой женщине, которая работает в государственных каких-то органах и принимает такое важное решение. Может быть, обращение к юристу, то есть такие вот моменты могут быть, да, с документами, как варианты, что вам как раз-таки, ну, не совсем надо проявлять вот момент эмоции свои. Здесь вот смотрите, да, вытащила специально две карты, девятка мечей и карта Луны. Девятка мечей, обратите внимание, по факту ситуация еще не произошла какая-то. Это могут быть бессонные ночи, какие-то кошмары, или может быть ситуация, которая вас давным-давно беспокоит. То есть вы об этом постоянно думаете, вы себе накручиваете, то есть постоянно это у вас в голове. Но вот ощущение у меня здесь, опять же, да, по Луне, это какая-то тайная неясность, но это также может быть как то, что навязанная чем-то или кем-то вот эта вся ситуация, то есть это излишние какие-то эмоциональные, психологические переживания, опять же, по этой карте, то есть может быть такое, что вы себе это надумали, напридумывали, то есть особенно в ночное время вот это может как бы как раз-таки у вас активненько проявляться. Давайте посмотрим, что еще ждет вас в этот период. Ну, смотрите, королева жезлов и тройка мечей. Как интересно. Может быть, ваша подруга, например, у которой не сложились какие-то отношения, будет вам активно рассказывать в этот период, насколько у нее разбито сердце, как вариант. Может быть, королева мечей как раз-таки разобьет кому-то из вас сердце, как вариант, точнее, королева жезлов, я уже запуталась. Достаточно огненная такая натура, да, а может быть, вы тот самый человек, который разбивает другие сердца. То есть это может быть не обязательно разбитое сердце, это может быть просто разочарование в чем-то или в ком-то, например, в поступке какого-то человека. Но здесь говорится о том, что это все-таки человек женского по большей степени, да, пола, 80% проиграется именно так. То есть это может быть как просто какое-то разочарование, да, в какой-то ситуации, например. То есть вы не ожидали такого, может быть, кто что-то сказал, сделал не так, как вы хотели, и вот как бы вы из этого расстроитесь. Давайте посмотрим для вас какую-то подсказку. Ого, девятка пентаклей. Ну, очень нравится, конечно, классный прогноз. Девятка пентаклей все-таки про то, что вы, посмотрите, вы классный, вы классная, красивый, красивая, все, в принципе, да, идет в развитие, вы развиваетесь, цветете и пахнете, как говорится, то есть получаете заслуженные свои блага. Может быть, то, во что вы вкладывались, также вы это обязательно получите, вы видите результат, то есть деньги для кого-то, если было важно, да, чтобы было какое-то поступление, сейчас как раз-таки вы получите свои ресурсы, то есть здесь идет развитие. Если у вас, например, какой-то проект развивается, то обязательно будет рост, и то, что вы ожидали, вы это обязательно увидите в этот момент. Дорогие стрельцы, это был ваш второй прогноз на февраль месяц, ставьте лайки, подписывайтесь, пока-пока. Козероги, привет! Это ваш второй прогноз на февраль месяц. Давайте посмотрим, какие у вас будут энергии в этот период. И в конце мы посмотрим обязательно для вас подсказочку от карт. Итак, что же вас будет ждать? Четверка кубков, как интересно. Ощущение, что здесь будет некая такая лень. Может быть, это также, да, как вам предлагают какие-то шансы. Конечно, кубки это у нас все-таки про эмоции. Может быть, на какую-то романтику, например, на какое-то свидание, а вы скажете: не хочу, мне и так нормально. У меня вот тут вот есть, например, да, свои какие-то варианты, я при своей стабильности, мне ничего не надо. То есть достаточно такая позиция, что вы думаете, что нет, это не про меня, это не для меня, я это не принимаю, не хочу участвовать в этом. Может быть, вас кто-то позовет, например, на какой-то праздник, вы не захотите, вы скажете: не некогда. Это не для меня. Может быть, как вариант, что какой-то проект, предложение по работе, например, да, и вы скажете, что нет, не хочу. А может быть, просто вам будет лень, как я уже сказала, да, и вы не захотите ничего, например, делать. Ну, полениться иногда тоже надо. Все-таки, козероги, вы работаете и работаете. Давайте смотреть, что же еще
Ого, карта справедливости. Это может говорить о том, что будет восстановлена все-таки, да, справедливость. Аркан достаточно сильный. Будет какая-то справедливость в вашей жизни. Может быть, например, это какое-то обращение в какие-то государственные органы, в органы власти, например, да, тот, кто как раз-таки решает. Может быть, взаимодействие с судьей, например. Может быть, опять же, какое-то судебное, да, разбирательство, какое-то дело, связанное с юридическими какими-то моментами. И вообще, в принципе, вам советуется быть достаточно рассудительными, да, то есть использовать больше логику в своих каких-то решениях, то есть обдуманно принимать решения. И также это говорит о том, что все-таки нужно быть справедливым. Справедливым по отношению к себе, к другим людям также. В первую очередь, конечно же, к себе. Может быть, вы, например, сильно загоняетесь, не даете себе лишний раз отдыхать. Вот как раз-таки справедливость в этот период должна вас торжествовать. Итак, колесница, ого, классно, может быть путешествие куда-то, поездка, очень много поездок может быть в этот период, например, по вашей местности, по вашему городу, это может быть, в принципе, по работе, например, вы будете очень много ездить, да, за рулем, например, может быть достаточно такая энергия у вас победителя. Аркан 7 у нас колесница, это про то, что завоеватель. То есть, может быть, в этот период вы уже завоевали там где-то какие-то города, горизонт, и сейчас вы отправитесь во что-то новое, новую интересную историю в своей жизни. Давайте посмотрим, что же еще вас может ждать в этот период. Девятка мечей, ого, здесь говорится о том, что есть какие-то страхи, и по девятке мечей как раз-таки этих страхов по факту это еще не произошло, но вы себе накручиваете, надумываете, это может быть вплоть до какой-то бессонницы даже, да, в этот период, то есть здесь очень важно контролировать вот это вот. Так, давайте посмотрим для вас еще подсказочку на февраль. Тройка жезлов, ну посмотрите, все ваши страхи, они улетучатся, ничего бояться не надо. Тройка жезлов это все-таки про что-то новое, да, вы будете гореть этим, это новые проекты, новые какие-то предложения для вас. Ну, по четверке кубков вернемся, да, может быть, вы что-то не захотите принимать. А я бы советовала, что все-таки нужно принимать, потому что у меня тут еще восьмерка мечей, говорится о том, что у вас есть какие-то, например, ограничения, и еще и девятка мечей, то есть по факту вы сами себя как-то можете сами того не подозревая даже ограничивать и не давать себе вот этой вот тройки жезлов, да, проявляться как-то, гореть новым чем-то, то есть не ограничивайте себя, дайте себе все-таки свободу воли, будьте как колесница, мчите, завоевывайте новые горизонты. Ставьте лайки, подписывайтесь, дорогие козероги, пока-пока. Водолеи, привет, это ваш таро-прогноз на февраль месяц. Давайте посмотрим, какие энергии будут преобладать. И, конечно же, в конце посмотрим для вас подсказочку. Итак. Ну, смотрите, король мечей, это может быть как то, что в этот период вы будете достаточно безэмоциональны, то есть опираться на свою логику, да, опираться больше не на эмоции, конечно же, а на свои какие-то, да, мысли. То есть это может быть достаточно такой холодный расчет, я бы сказала, или же может быть обращение как вариант к человеку, который работает непосредственно с какими-то документами, может быть юрист как вариант, да, то есть вы будете советоваться с этим человеком. Может быть, в принципе, у вас в жизни появится вот этот самый король мечей, да, человек достаточно серьезный, безэмоциональный, но очень логичный, да, то есть очень умный, начитанный, воздушной стихии. Также иерофант. Иерофант это может быть как то, что высшие силы вам сопутствуют сейчас, то есть они вас оберегают, они вам помогают, и не забывайте обращаться к ним, потому что они вас слышат, и в этот период очень хорошо просить помощи, например, да, просить какой-то справедливости, как вариант. То есть заручиться поддержкой высших сил в этот период вам так точно нужно. Также иерофант это может говорить о том, что вы будете более религиозны, может быть, будете спрашивать совета, например, у человека, который более как-то
знаете, старше вас, мудрее, например, да, это может быть какой-то священник, как вариант также. Для кого-то это может быть как поход, да, в какие-то места силы, в духовные достаточно места, может быть, кстати, помолвка какая-то, свадьба, да, то есть может быть венчание, у кого-то может быть какое-то крещение, например, также проиграется. Так, давайте посмотрим, что же еще вас ждет в этот период. Ого, 4 жезлов, ну посмотрите, вообще это, конечно же, свадьба, плюс еще и иерофант, может быть, действительно вы получите предложение руки и сердца, вот как раз-таки от короля мечей. Ничего себе! Для тех, кто женится, поздравляю, конечно, классно. Для кого-то это может проиграться просто, что вы пойдете, например, на свадьбу чью-то, да, будете праздновать. То есть 4 жезлов это все-таки начало чего-то, может быть, вступление в брачный союз кого-то из ваших близких, это может быть какая-то поездка, длительное, долгое расстояние, может быть, как вариант, что например, вы переедете куда-то, да, тоже по этой карте. Давайте посмотрим, что же еще вас ждет в этот период. 7 кубков. Ну, посмотрите, это может быть то, что вы пребываете в каких-то иллюзиях, например, да, о чем-то думаете, размышляете, много мечтаете в этот период, как вариант. Также это может говорить о том, что у вас есть выбор, то есть вы выбираете, и вы просто в шоке. Посмотрите на да, девушку, которая просто не знает, что выбрать, потому что куча вариантов, может быть, вас будут куда-то приглашать, а вы даже, и все будет буквально вот в один день, в 2 дня, и вы не будете знать, куда же выбрать, что делать, как быть вообще. То есть вот такой вот вариант, да, также может быть. Так, что еще? Ну, смотрите, карта Солнца, подсказочка вам, да, что все будет классно. Может быть, кто-то опять же отправится в какое-то путешествие, да, за границу, там, где тепло, там, где солнечно. Вообще, карта Солнца, она, конечно же, подсказывает вам, что у вас наступает достаточно солнечный период, светлая полоса вашей жизни, про 3-й центр наш, да, то есть 3-я чакра, творчество, уверенность в себе, то есть в этот период вы будете уверены в себе, то есть внутренний стержень все-таки вам высшие силы укрепляют, поэтому я думаю, что прогноз получился классный, ставьте лайки, подписывайтесь, пока-пока. Рыбы, привет, это ваш второй прогноз на февраль месяц. Давайте посмотрим, какие энергии у вас будут преобладать. И, конечно же, в конце посмотрим для вас подсказочку от Вселенной. Итак, 8 мечей. Ничего себе, какие-то ограничения, может быть, которые вы себе сами выстроили, да, потому что все-таки мечи у нас про наше мышление, про нашу логику, и вы себя чем-то ограничиваете. Может быть, вы не хотите что-то видеть, например, или же не можете себе что-то позволить, как вариант, да, и вы говорите, что нет, я лучше закроюсь, я выстрою границы. Может быть, вы выстраиваете границы, например, от какого-то человека, от какой-то группы, или же вам приходится в этот период больше сосредоточиться на работе, то есть вам нужно руководствоваться в этот период больше логикой, да, холодным таким достаточно рассудком, вам может быть не до веселья, вы в какой-то своей стихии в ограничениях. Так, давайте посмотрим, что же еще вас будет ждать в этот период. Смотрите, карта влюбленные, немножечко ее прикрою. По карте влюбленные, конечно же, говорится о том, что здесь нужно будет делать какой-то выбор. И вот, может быть, по 8 мечей вы сделаете выбор в пользу себя, потому что, в первую очередь, конечно же, нужно концентрироваться на себе, и, может быть, вы сделаете выбор в том направлении, да, в котором вы вот хотите развиваться, и вам сейчас будет не до чего, может быть, у вас будет какое-то партнерство наклевываться, или оно уже у вас есть, и вы будете больше сил отдавать в работу, в свое какое-то развитие, например. Для кого-то это может проиграться, что вы выберете, например, больше взаимодействовать с партнером, нежели свое какое-то личностное развитие, какой-то рост, как вариант. Но здесь также говорится о том, что выбор, он будет у вас всегда. То есть всегда будет из чего выбрать. И это, кстати, очень классно.
Тройка жезлов, ну, посмотрите, ну, для кого-то действительно выбор в пользу себя, своего какого-то развития, своего дела, чего-то нового, то, что вам действительно нравится, вы горите этим, у вас какие-то перспективы открываются, вам, может быть, кто-то будет предлагать что-то новое, да, какое-то перспективное дело, какое-то начало, тоже как вариант, поэтому я думаю, что все-таки вы будете себя ограничивать, может быть, во благо своего какого-то развития, да, чтобы как-то заработать, сделать себе какой-то фундамент, например. То есть, может быть, выбор в пользу не отношений, а как раз-таки каких-то своих проектов, как вариант. Так, давайте посмотрим, что же еще вас ждет в этот период, в феврале. Семерка жезлов. Ну, посмотрите, вы прям отгораживаетесь весь февраль от кого-то, от чего-то, от каких-то ситуаций. Вы отстаиваете свои границы, притом вы делаете это, посмотрите, как яростно. Вы просто говорите, что нет, мне надо вот так, я выбираю вот это. То есть вы будете четко отстаивать свой выбор, свою позицию. Может быть, вот почему я хочу именно так, да, вот я сейчас тебе расскажу. Также это может быть как то, что вы, например, поставили себе какие-то ограничения, там, загородились вот этим вот самым забором, и сейчас вы начнете вот эти вот палочки убирать и как-то открываться миру вот в этот вот период, как вариант тоже может быть. Давайте посмотрим, что еще может у вас произойти. Ого! Карта Солнца, посмотрите, классный период, то есть как будто бы светлая полоса у вас наступает, вы выходите из вот этих вот ограничений, из каких-то дебрей, которые вы там себе сами, может быть, нагородили, или кто-то вас, может быть, в чем-то ограничил, и вы будете делать в пользу, например, себя и своего развития. Вы поймете, что не нужны мне никакие ограничения, оставьте их себе, я пойду, у меня все будет классно. И это будет правильный выбор. Вот, если у вас есть какой-то выбор, делайте его, если вы понимаете интуитивно, что вот это то самое, что нужно делать, то идите туда, потому что карта Солнца — это все-таки старший аркан, все-таки мощный аркан, это про то, что внутренний стержень, у вас будет хватать на это уверенности, сил, конечно же, и энергии, что самое интересное. И, конечно же, Вселенная вам благоволит и говорит, что да, выбирай, потому что это свет, это светлая полоса в твоей жизни, и все должно быть успешно и увенчается успехом. Давайте еще одну подсказочку вытащу для вас. Тройка пентаклей, вы посмотрите, у вас все про развитие, про финансы в основном здесь, да, говорится о том, что, смотрите, Солнце, просто карта Солнца, тройка пентаклей, творческий процесс. Однозначно, если вы что-то хотите начать в этот период, начинайте, потому что все увенчается точно успехом. Может быть, вы, например, в партнерстве с кем-то хотите что-то начать, то тоже будет достаточно классно и благоприятно для вас. Дорогие рыбы, это был ваш второй прогноз. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.